Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить последние новости и слухи про Чонгука и Тэхёна. Дисклеймер: данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас поверить в это, примите это во внимание. Что же интересного у нас произошло? Чимин опубликовал видео, на котором он танцует Killing It Girl Хосока, и на своем видео он поставил тег JK, и на фоне слышен смех Чонгука. Это дало нам понять, что парни сейчас в одной локации, и многие подозревают, что нас ждет их совместный проект. Как вы думаете, что нам ожидать? 21 июня Тэхён опубликовал в Instagram целую серию фотографий. Как выяснилось позже, фото были сделаны в день вечеринки Тэхёна по случаю его возвращения. На лайве он говорил, что днем ранее он встречался с людьми, которые его поздравляли с увольнением. Он выпил немного вина и сильно опух на утро. А певица и диджей Пегги Гу поделилась сторис вечеринки Тэхёна, где мы видим самого Тэхёна и пианиста Чо Сон Джина. Также с ними был режиссер Пак Чханук. И все просто в шоке от такой неожиданной компании. Что за состав? Их сочетание заставляет мое сердце биться. Было бы забавно увидеть проект с этой комбинацией артистов. Связи Ви потрясающие. Я надеюсь, что он станет еще более лучшим артистом, взаимодействуя с художниками из разных областей. Все оценили статусный круг общения Тэхёна. Режиссер Пак Чханук об экранизации книги Хангана «Человеческие поступки». Это та самая книга, которую Тэхён прочитал в армии, и автора которой поздравил с получением Нобелевской премии. Я подумал, что было бы здорово экранизировать «Человеческие поступки» автора Ханган. Даже когда я прочитал только первую главу, я подумал, что она так хорошо написана. Я подумал, это действительно шедевр. «Человеческие поступки» – это представительное произведение корейского автора Хангана, получившего Нобелевскую премию по литературе в прошлом году. Неужели это тот проект, который стал причиной встреч Тэхёна и режиссера Пак Чханука? Очень бы хотелось увидеть Тэхёна в кино. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему «Почему Тэхён не отметил увольнение из армии с Чонгуком?» Разберемся. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. Место, где было сделано фото Тэхёна, на котором множество открытых бутылок вина, винный магазин Буар на острове Чеджу. Фух, так это там так и было, а то мы уже подумали, что это все выпили на вечеринке Тэхёна. А сам винный магазин, в котором был Тэхён, сделал фото, выложил сторис с подписью: BTS Ви, когда ты был Буар? Так забавно, что они не заметили, что к ним приходил Тэхён. Тэхён так культурно и спокойно проводит время, что даже остался незамеченным. Кажется, что этот винный магазин теперь станет новым туристическим местом. Один мужчина поделился небольшой историей, связанной с BTS. Это случилось, когда я работала на своей первой работе в одном городе в провинции Кёнам. Моим основным банком был Вури Банк, и однажды сотрудница на кассе в банке хвасталась моей жене. На этот раз мой сын дебютировал как певец, это BTS. Правда? Поздравляю вас, менеджер! Моя жена тогда даже не расслышала толком, BTS это было или BTX, и смутно запомнила, что сына менеджера зовут Ви.
Позже, когда BTS стали знамениты, я услышал, что эта женщина была переведена в сеульский филиал. Возможно, она уже ушла с работы. В любом случае, когда я думаю о BTS, мне всегда вспоминается эта история. Как трогательно, что этот человек помнит эту историю. И как мило, что мама Тэхёна захотела поделиться радостью успеха сына. Это неудивительно, ведь гордость за своего ребенка переполняет сердце, и об этом невозможно молчать. Некий водитель недавно получил автограф Чонгука прямо на своей машине. Послание Чонгука. Будьте всегда счастливы и здоровы. Водите безопасно. Этот человек настоящий везунчик. В его машине теперь можно устраивать экскурсии. Венгерские армии пожертвовали 100 тысяч венгерских форинтов, $286 США от имени Чонгука, венгерскому приюту для животных, в честь его увольнения из армии. Благодарственное письмо. Мы очень благодарны тем, кто пожертвовал на поддержку нашей работы и помощь жизни собак и кошек, живущих в нашем приюте. Поклонники ребят самые лучшие и душевные. Всегда приятно узнавать о таком. Клаудия Валентина, британская певица и автор песен, поделилась в Инстаграм отрывком из последнего лайва Тэхёна, где он подпевает ее песни «Канди». Она также опубликовала скриншот чарта Spotify «Вирусные песни в Южной Корее», на котором ее песня «Канди», рекомендованная Тэхёном в прямом эфире, находится на 6-й позиции. Вы чувствуете эту силу влияния Тэхёна? Известный корейский актер Ли Си Йон, сценарист Киан 84 и топ-модель Хан Хё Джин отправились в путешествие в Пусан. Ли Си Йон спланировал все путешествие, и все должны следовать по заданному маршруту. Однако попутчики были возмущены, на что Ли Си Йон ответил: в Пусане 3 главных звезды – Чан Хёк, Чонгук из BTS и Ли Си Йон. Будем двигаться по воспоминаниям Ли Си Йон. Когда все бы с удовольствием отправились в путешествие по воспоминаниям Чонгука, но может быть в другой раз. Корейские СМИ сообщили, что Чонгук покорил мировой рынок с песней Seven. Это первая песня азиатского исполнителя в мире, которая преодолела отметку 2,4 миллиарда прослушиваний. Чонгук потряс мировой музыкальный рынок всего одной песней. Seven – это не просто хит, а настоящий символ, глубоко вписавший имя Чонгука в историю мировой музыки. Seven находилась в чарте Spotify «Лучшая песня недели в мире» в течение 101 недели подряд. Это первый и самый продолжительный рекорд среди азиатских сольных исполнителей. Это просто невероятный успех. Чонгук, так держать. Ты великолепный артист. На этом я заканчиваю. До встречи!